Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Здравствуйте. Здравствуйте. На Рижский? Да. Пристегнетесь? Да, конечно. Маску надо надевать или можно без маски? Ну, вообще надо. Но можете без нее. Ой, спасибо. Потому что я переболел. А я не знаю. А вы не знаете. Ну, тогда это вы рискуете, я не рискую. Я свое отболел, пролежал в больничке нормально так по времени. Вот, да, и со всеми историями вытекающими, втекающими. Поэтому я сейчас могу немножко расслабиться. Ну, я надеюсь, что зараза к заразе не липнет. Ну, как-то вы о себе. Как-то вы о себе. Ну, и не о себе. Сильно критично прямо. Да, есть такое выражение. Ну, есть такое выражение, да. Но лучше как-то его избегать. Знаете, аффирмации все-таки они работают. Неважно, короче, ладно. Ой. Какое движение. Главное, чтобы успеть. Успеем. Торопитесь? Ну, есть немножко, да, такое. Но все должно быть в разумных пределах. Ну, понятно. Слишком быстро Бабушек не даем, на красный не летим. Да, не надо. Хорошо. Соблюдаем правила дорожного движения. У вас такая машина хорошая. Такая комфортная, удобная, да. Большая. Большая, да. Для такси это даже неожиданно. Это я могу сказать, что даже, наверное, Яндекс, когда получил информацию о том, что появился новая машина в такси в виде этой, наверное, они сами там, мне кажется, немножко удивились. Да, хороший экземплярчик. Да. Видите, все-таки вам сегодня повезло в чем-то. Да, в комфортных условиях ехать. Это правда. Слушайте, у меня к вам такое неожиданное, наверное, предложение. Я женат, если что. Это шутка, это шутка. Я просто пытался себе очков сейчас на это самое набросить. Ну, не перебиваю, говорить. Ну, грустно, конечно, но я счастлива за вашу жену. Ну ладно, перестаньте. Ну все же, хочу предложить. А как насчет съездить в Москву? Потусоваться? Ну и подзаработать вам. А, мне съездить, вас отвезти в Москву? Да, у нас с подружками мы хотим съездить на выходные, в ближайшие выходные в Москву. Так. И вот у вас очень комфортная машина для таких дальних путешествий. Мы заплатим. Обязательно заплатим. Ой, девушка, как вас зовут? Маша. Мария, меня Евгений, очень приятно. Очень приятно. Спасибо вам за предложение, но понимаете ли вы, прежде чем стоимость вообще, понимаете такой услуги? Сколько будет стоить доехать до Москвы? Ну, я сейчас могу в Яндексе посмотреть хотя бы приблизительно. Ну вот я, приблизительно понятно, но вот лично я, вот, да, неважно сколько это в Яндексе, если вы хотите ехать со мной на этой машине, то просто у меня уже были такие варианты, вот на данный момент это встанет вам в 25 тысяч рублей, плюс бензин и оплата, ну, платную дорогу. Если мы по платной поедем, я так понимаю, мы по платной поедем. Да. По платной, если мы поедем дороги, то еще вы платите платную, ну, оплачиваете платную дорогу. Заплатите за дорогу, да, за само полотно. Вот вы поедете, и плюс 25 тысяч рублей это будет моя зарплата. И не потому что, и не потому что я жадный какой-то, да, просто, ну, вы поймите, я, считай, выпаду, да, на кучу времени, и я очень много времени проведу за рулем. И вот мое время вот это вот стоит, и плюс амортизация машины 25 тысяч рублей. Это минимум, который я вам сейчас заряжаю. Поэтому вы подумайте хорошо. Правильно. Я сейчас подумала. Ну. Все, я понимаю, что на поезде на самолете, там на поезде будет гораздо дешевле. Да, почему вы, кстати, на поезде не летите? На самолете-то ладно, но на поезде, например. Ну, там у нас такая ситуация получилась, что у нас подружка одна, она погуляла хорошо и потеряла паспорт. И, ну, подружка. Хорошо погуляла. Хорошо погуляла, да. И вот она потеряла паспорт. А мы хотим все вместе поехать и отдохнуть, да. А как она? Мы же ее одну не посадим в машину.
приедем в Москву, наши друзья там, которые вот нас будут встречать, они все оплатят. Мы там подождем, все там в залог оставим, чтобы все было честно. Честно. Мы То есть платить не вы будете, а за вас? приглашающая сторона нас. Не. Ну, Не, это точно нет. Вот без всяких обид. Либо пускай переводят бабки заранее, но вот так, чтобы я вас повез за 800 километров и потом бегал бы по всей Москве как цыган клянчить деньги с вас, Ну, я что? Ну, вы что, я конкретно, не. подождите, я конкретно про вас ничего плохого не хочу сейчас сказать заранее, но я не готов так рисковать, понимаете? Тем более, после того, как вы достаточно легко согласились на ту сумму, которую я назвал. Ничего не хочу сказать, но эти риски мне вообще нафиг не нужны. Ну это же Москва, у них там денег-то много. Это понятно, что у них-то там денег много, и я хочу, чтобы у меня их тоже было много. А если я поеду вот по таким условиям, как вы мне сказали, то у меня их резко не будет, понимаете? Не-не-не, я вам больше могу сказать. Я даже если здесь по городу больше 500 рублей поездка, и я еду куда-то, то я беру деньги вперед за наличные, понимаете? А так получается, что вы честные, а потом произойдет какая-то история, что ваша принимающая сторона забухала, там, не дай бог, или не берут трубки и так далее. Вы в Москве, а я с чем? С дыркой, извините меня, в одном месте? Нет, такого не будет. Честно. Мы честные девчонки. Честно признаться, да. Ну, бывает, да, он потеряла одна пролутая паспорт. Ну, с кем не бывает-то? Ну, правда. Подумайте. Я подумаю, конечно, но что-то мне подсказывает. Я где-то в четверг вам смогу с вами связаться по возможности. Гарантий просто, видите, маловато гарантий. Я же не могу, я же не могу вас заложника удерживать, пока ваши подружки будут бегать там деньги искать, а я буду с вами сидеть, держать вас за руку, а вы будете кричать: помогите. Ну, Да, вот такое возможно, поэтому мне не очень хочется, чтобы такое было, понимаете, поэтому хотя бы половину денег, то есть если вы честные-причестные, вот половину денег заплатите, ну и то я подумаю, давайте так, я подумаю. Ну вы подумайте. Я подумаю. Да, вы подумайте. Я думаю, что мы правда хорошие, мы правда честные и никого не кидаем. Виктор Павлович усмотрел две нехорошие тенденции. Явно выраженное недоверие к своей персоне. Никто мне никогда в жизни не сказал: ты знаешь, я не хороший, я не честный и всех кидаю. Ни один. Вот даже те, кто постоянно так делали. Вот все говорят, что они хорошие, честные, никого не кидают. Вот все. Как-то вот удивительно, что по-другому не происходит. Это очень плохо. Плохо? Я согласен, это очень плохо. Так, вот следующий дом у вас у арки, да, я так понимаю? Что я там, наверное, здесь не заеду, здесь эти самые все старые дома там. Ну, так... Вот здесь вот. Нормально будет? Да, нормально. Давайте только я чуть-чуть вот подальше сюда встану, чтобы там не мешать никому, если что. Я сейчас тогда за деньгами сбегаю. За какими? Ну, за оплату вам. 300... Не, погодите, сбегаю, подождите секунду. У вас 349 рублей. То есть напомнить про 300 рублей неудобно, а не отдать нормально. Получается, что я такой мелочный. Давайте это самое, если вы хотите уйти за деньгами, вы мне хоть залог что-то оставьте, телефон там, я не знаю, как вы пойдете и у вас без оплаты. Ну вот. Не, я понимаю, вы залог мне оставьте, просто телефон. А что вы хотите? Ну, телефон. Ну нет, телефон я не оставлю. Ну, вы думаете, я там лазать буду, что Ну, не знаю. Интимное видео скачаю? Шучу, конечно. Не, ну, давайте-то вместе сходим. Как вам вариант такой? Ну, я оставлю машину и пойдем вместе. Это как-то... Как? Неудобно. Неудобно? Ну, неудобно денег не иметь с собой, и когда вы в такси садитесь. Вот это не должно быть неудобно. Да ну, вы решаете вопрос. Нет, либо мы вместе идем, либо залог оставляете. Я вас так не могу отпустить. Давайте залог, вон телефон. Ну, нет, телефон я точно не оставлю, это настолько... Ну, хорошо, паспорт, права, я не знаю, что-нибудь, только чтобы вы там были на фотографии. Сейчас, подождите. Жду, у меня вариантов других нет. 349 рублей, если что. Можете по телефону перевести. Держите. О, нашлись деньги? Да. Прикольно. Видите, как славно. Надо людям доверять. Да? Да. Хорошо, я подумаю об этом. Ну, вы подумайте насчет Москвы? Ну, я сразу нет. Не хочу. Очень жаль. Очень жаль, согласен. До свидания. До свидания. Так.
Да, блядь, да у меня нет слов. Вот что за хуйня начинается? Я знаю, как... Я слышал одну историю, как женщины, почему так происходит. Она не хочет свои бабки, она приехала к мужику, не хочет свои бабки тратить, она к нему идет и говорит, мне нужно за такси заплатить 300, там, 500 рублей, он ей дает, она спускается. Но я хер знает, так и мне один раз рассказали про такую ситуацию, понимаете? Вот так же там или нет? Блядь. Как мне эти, сука, экономщицы, блядь, 350 рублей, нахуй ты вызываешь... Нет, я понимаю, ты вызываешь хороший тариф, ты едешь и хочешь, чтобы мужик за тебя заплатил. Предположим, я хуй знает, что у него нам на самом деле в голове было. Ну, блядь, вот эти вот риски, да, типа, ой, ну ладно, свои бабки сейчас, ну, буду... Да, конечно, она знала, что у нее есть деньги, бля, просто она не хотела свои отдавать, вот и все. Ну, я так предполагаю. Вы можете написать, может, я, блядь, уже... У меня с фантазией уже пиздец, как у Агнии Барто, понимаете, там, какой-то уже там момент. Но мне кажется, что это вот все это попахивает вот такими вот историями. Бля, мужик вообще мог сказать, да ты что прикалываешься, да хуй забей на него, блядь. Ну что, ты уже пришла, блядь, давай он сейчас, блядь, посидит и уедет, блядь, и все, понимаешь? Такая хуйня, может быть. Я буду бегать тут, как я уже сказал, блядь, как попрошайка с вытянутой рукой, блядь, и как ко всем, блядь, стучаться. А где тут это, блядь, а вот это где? Ну это же, блевотина какая-то. Блядь, еще в Москву, говорит, поехали. Прикиньте, блядь, я приезжаю в Москву, опаля, блядь! Они меня там всю дорогу прибалтывают, в ушки мне ссут, какой я охуенный, все, заебись, приезжаем. Бухать будут по дороге, это 100%. Набухаются, блядь. Блядь. Приедем. Это хорошо, если у меня с ними еще что-то по дороге произойдет. Это не так обидно будет ехать, да? Хотя это маловероятно. Мы приедем, скажем, ща мы приедем, блядь, ушли, ебать, и я в Москве, нахуй, минус 10 на бензин, блядь, смотрю на Кремль и охуеваю, понимаешь, блядь, посмотрел столицу нашей родины, блядь. Вот так это может произойти. Поэтому всем, кому предлагают дальние поездки без оплаты, ни в коем случае не ведитесь, особенно на женщин, на женскую ласки, красоту и все остальное. Не думайте, что вы охуенный альфа-самец и что вас все хотят. Нет. Если красивая тёлка говорит вам, что вы охуенный, значит, в следующий момент она либо захочет iPhone, либо захочет бесплатно проехать в такси. Хотя, может быть, у меня профдеформация, как я уже говорил, я везде, блядь, вижу какие-то, сука, разводы и все остальное. Так, пишите, что думаете. Если не думаете, то просто пишите, что, блядь, я уже давно ничего не думаю. Переболел ковидом, мозги не работают. Пока-пока.